новичков перед тем, как они начинают делать вебинары. Эти ошибки совершали все, и я, и любые другие спикеры, и мы в нашей школе видеоблогеров сегодня разберем эти ошибки, а чтобы их не повторять, я приготовил со своей командой вам такой замечательный чек-лист. Это чек-лист подготовки прямого эфира, либо вебинара, стрима. То есть по этому чек-листу мы сейчас пройдем подробненько, опишем все задачи, опишем все приемы, опишем какая-то техническая часть, ну и, соответственно, в конце мы разберем ошибки. Самые частые ошибки, которые портят не только вам настроение, но и впечатление от вашего стрима. Не повторяйте этих ошибок, и кто предупрежден, тот вооружен. Смотрите буквально через пару секунд. Итак, перед вами чек-лист подготовки прямого эфира, вебинара, стрима, как угодно. И мы разделим его на 3 части. Содержание, подача и ошибки. Пойдем с самого начала. Содержание. Дамы и господа, вы это все должны зафиксировать. Содержание вашего вебинара должны зафиксировать на бумаге. Что бы кто ни говорил, если у вас там где-то есть в памяти, лучшая память — это остро заточенный карандаш и бумага. Зафиксируйте, соответственно, для себя пишите, кто ваша аудитория, просто описание ваше, для кого вы будете делать этот эфир. Это важно, потому что когда вы пропишете для себя и опишете аудиторию, вам будет понятно, то есть кто это могут быть там, да, потому что из-за неправильности описания аудитории ваш вебинар может быть неинтересным и не попадет в целевую аудиторию, и вы будете говорить какие-то прописные вещи тем, кто это понимает, либо наоборот будете говорить непонятными словами для вашей аудитории. На примере школы. Многие считают, что в нашей школе основная преобладающая аудитория — это школьники 14-15 лет. Сколько вам лет? Хотите, я угадаю? От 27 до 45. Потому что у меня есть статистика, есть аналитика YouTube, поэтому не стесняйтесь посмотреть аналитику, посмотреть, кто смотрит ваш канал, кто смотрит каналы ваших конкурентов, и вы поймете описание своей аудитории. Далее переходим. Проблема аудитории, то есть если вы не даете решение проблемы, соответственно, аудитория вас не слушает. Что я сейчас этим вебинаром даю? Если бы раньше кто-то мне дал вот такой замечательный чек-лист, то мои вебинары пошли бы проще, быстрее и эффективнее. Но, к сожалению или к счастью, его не дали, и это приходится по крупицам собирать. Поэтому вы вычленяете, прямо берете проблему аудитории. Одна проблема, один ролик. Вот не бывает, потому что очень тяжело переключаться с разных проблем, там двухчасовые ролики. Именно поэтому мы в школе делаем один видос, один вопрос. В данном случае у нас какой вопрос? У нас чек-лист подготовки вебинара. Чек-лист подготовки вебинара. То есть мы по этому чек-листу готовим свой вебинар. Да? И мы определяем проблему аудитории. Что это значит? Проблема моей аудитории, они не знают, с чего начать, что говорить, и было бы хорошо, чтобы было содержание этого вебинара, либо стрима. Да? И это очень и очень вот важно. И если вы даете решение этой проблемы, то и это и есть ваша цель эфира. Капитан Очевидность, да, но вот этот чек-лист, это содержание прям хорошо. Дальше, планы, то есть вы понимаете цель эфира. Когда вы поняли и прописали для себя цель эфира, в этом случае вы уже пишете план эфира. Только после этого, никак не наоборот. Потом пишите план, то есть описание проблемы. Вот то, что было в начале, да, я говорю, что типа, здравствуйте, очень часто вы не можете провести хороший вебинар в самом начале, потому что у вас нет плана, нет понимания аудитории, нет там много каких-то технических ошибок, много того, и я помогу вам это решить, да. То есть вы считаете, что раз у всех получается, получится и у меня, но в вебинарах, в прямых эфирах, в стримах очень много подводных камней, потому что вы на все не можете повлиять, и если это не запись, а вы говорите это в прямом эфире, то, соответственно, и следствие,
у вас все, что угодно может вывести и испортить вам вебинар. Это может быть непонятный человек, который пришел в офис и ошибся дверью, и он будет вам что-то утверждать. Это может быть просто банальное отключение интернета, потому что к вам этот интернет забыли оплатить. Это банально, вы можете не проверить включенный микрофон, не дать обратную связь со зрителями и час им вещать. У всех такое было, да, и потом оказывается, что вы разговаривали сами с собой, потому что люди банально ушли, и то, что вы говорите, слышали только вы. Вот. Что я предлагаю, опять же, по этому эфиру, да, если разбирать там, да, я предлагаю четкий вам пошаговый план, проверив все пункты этого чек-листа, проверить этого всего там, да, то есть вы поймете, готовы вы к эфиру или нет, да. Вот прямо сейчас проверьте, когда я буду говорить, вы просто проверяйте, ставьте себе галочки напротив каждого пункта, есть у вас это или нет, да. И в заключении, соответственно, мы говорим уже какой-то вывод. Спасибо, друзья, что посмотрели этот замечательный вебинар. Я думаю, что этот чек-лист поможет вам проводить вебинары. Если вам понравилось, ставьте лайки, там подписывайтесь на канал, приходите к нам, там это все по плану должно идти, там, да. И дальше, если вы хотите продавать какие-то свои услуги, либо делать анонс следующих вебинаров, это тоже надо учесть. У вас должно быть все по плану. Вот я сейчас, в самом начале, у нас этот ролик называется 5 ошибок новичков, но я их дам в конце. Вы можете перемотать это все, а можете посмотреть, это ваше право. Но самое вкусное я обозначил, что я дам в конце. Да? Дальше, вы должны быть готовы к вопросам аудитории. Это очень и очень важный момент. Очень часто многие спикеры, они замечательно выступают на камеру в запись, да, потому что там можно монтаж, там можно много-много роликов сделать и собрать из 30-минутного материала 2 минуты, да, а когда их вызывают в прямой эфир, они не готовы, они такие, знаете, все такие пельмени. Почему? Банально потому, что они не готовы к вопросам аудитории, и здесь на выход подходят вам заготовленные вопросы, да, потому что очень часто вот хуже не бывает, поверьте, если вы только-только начинаете делать эфиры, стримы, вебинары, вообще хуже не бывает, когда нет вопросов. Вот вы рассказывали, сидит 200 человек вас смотрит, вы говорите, какие вопросы есть у вас, и вы готовы отвечать, а они говорят, никаких. Или начинают какую-то там, не знаю, между собой устраивать, соответственно, вы им как спикер не интересны. Поэтому хорошее решение это заготовленные вопросы, допустим, очень часто ими эксплуатируют эти вопросы, да, очень часто такие, а как подключиться к вам в партнерскую программу? То есть уже грамотные спикеры, грамотные люди, они понимают, что это подготовленные вопросы, да, соответственно, аудитория. Подготовьте себе такие вопросы. Пусть у вас будет ваш помощник, который задаст во время вебинара, во время прямого эфира несколько вопросов. Тоже работает очень и очень хорошо, да, это вовлекает людей задавать вопросы, потому что очень часто на моей памяти бывает так, что сначала тишина, а потом один вопрос, второй, третий, и потом уходит все, и каждый начинает больше, и это начинает расти как снежный ком. Поэтому заготовьте пару вопросов, тоже хорошо. Ну и, соответственно, раздатка. Что значит раздатка? Раздатка это раздаточный материал. Если у вас, вот я сейчас вам показываю карту, и ссылка на эту карту будет под этим видео. Это и есть раздаточный вебинар. Запись вебинара. Сообщите людям, что спустя там какое-то время вы на почту получите запись этого вебинара. Он будет в открытом доступе, либо в закрытом доступе, там это уже ваше личное дело, да, и какие-то раздаточные материалы тоже очень хорошо, потому что если вы дадите, что если вы поставите под этим видео лайки, напишите там самый лучший комментарий, то я отправлю вам, допустим, там чек-лист подготовки к снятию видеоролика, там, допустим, продающего видеоролика. Тоже очень-очень хорошо. То есть приготовить раздаточный материал, то, что вы готовы делиться. Надо всегда что-то давать, чтобы что-то получать. Это важно, да. Ну и призы активным тоже в этом чек-листе это есть, потому что вот есть замечательный есть канал, он называется Big Money.
вот, и там призы активным участникам, это какой-то там бизнес-ланч, либо советы от действующего коммерсанта, либо от действующего практика, да, там вот такие там, или там какая-то книга, либо там 3 часа консультаций, там, да, вот такие призы активным тоже очень и очень хорошо мотивируют. Тут понятно. Переходим к следующей части нашего чек-листа. Это, повторяю, что мы ведем чек-лист подготовки вебинара прямого эфира. Это подача. Первое, самое важное, об этом мало кто говорит. Вообще, да? Настрой, настроение должно быть прям хорошее. Прям такое, чтобы вы излучали, чтобы вам было хорошо. Очень часто такие приходят как на каторгу, да, такие, ой, ну сегодня собрались, ну ладно, я там опоздал на полчаса, ну ничего, вы там не умерли, да. Ну, люди так, сейчас конкуренция большая, и люди будут уходить. Соответственно, психологическая подготовка очень важна. Поулыбайтесь, посмотрите какой-нибудь анекдот, вы должны там, ну, у вас на лице должно быть, ну, не понедельник утро, как сегодня там, да, а у вас на лице должно быть прям такая излучение, ну, не счастья, но хотя бы какая-то улыбка, хотя бы ее подобие. Физический разогрев. У меня лучшие вебинары проходят после бассейна. Вот сразу говорю там, да, то есть, или когда вот надо походить, когда вы сидите, оно все это очень-очень плохо. А когда вы физически разогрелись, причем у вас должны быть свои собственные приемы снятия напряжения. Я знаю людей, которые берут там, отжимаются, кто-то идет в душ, кто-то пьет кофе, да, и, соответственно, здесь, в этом всем случае, у вас должны быть свои приемы снятия напряжения. Ну и опять же, внешний вид. Внешний вид важен, особенно не только для девушек, да, а особенно для парней, потому что очень часто парни пренебрегают своим внешним видом, и другие парни, другие мужчины, у которых все хорошо, они побеждают, потому что, в принципе, очень активная часть вебинара в аудитории это все-таки женщины. И женщины любят смотреть на опрятных и красивых мужчин. Поэтому, ну, хотя бы, чтобы у вас было все хорошо с руками, там, с прической, там, да, хотя бы там побритый, там, на вебинары я имею в виду, да, вот, я предлагаю вообще там одевать какие-то свои там такие, не то что повседневные, а какую-то рубашку, и у меня один мой знакомый, он прям одевается, прям туфли одевает, я говорю, туфли никто не видит, ты не понимаешь, у меня туфли, они делают мне деловой настрой, и я вот чувствую себя как в офисе, я общаюсь по бизнесу на вебинаре, и тоже получается хорошо. Ну и задний фон это прям важно, потому что вот сейчас у меня задний фон виден, да, а очень часто бывает там незастеленная кровать, либо там какой-то там бардак, да, я видел вебинары, где прям там нижнее белье лежит там, да, либо тарелка с супом стоит там, да, ну по-разному бывает, люди, они привыкли жить в этом, и они считают, что так вот, ну они же дают ценный контент, но оболочка тоже важна. Дальше, звук, конечно же, голосовой разогрев. Очень тот, кто делает вебинары и стримы, и он или снимается видео, они понимают, что голос связки это важный инструмент, один из самых важных инструментов. И если вы не разогрелись, не проговорили, то есть то, что вы говорите сейчас в обед, отличается от того, что вы говорите утром, и будет точно отличаться от того, что вы будете, как вы будете говорить вечером. То есть интонация, тембр и все эти дела. Если вы не готовы, вот я сейчас буквально с вами, дамы и господа, говорю 15 минут буквально там без остановок, без перерыва, и если вы не готовы, то очень часто голос может вас подвести. И ваш голос может прям сдать, и вы начнете прямо осипать прямо на месте. Потому что если вы не готовы к часовому такому марафону, а это обычно монолог, не диалог, а монолог, то это совсем беда. Дальше, артикуляционная разминка. Что это значит? Вы должны просто проговорить, пропеть, там, да, пробку взять. У разных там мы будем говорить о том, как это сделать, но ваша, вот этот вот треугольник, он должен быть разогрет. Да, вот прям разогрет, чтобы там был прилив крови, чтобы ваши мышцы там были, чтобы у вас было свободно и можно было говорить. Ну и посторонние звуки и шумы. Очень часто это прям бич, когда бывает так, что кто-то приходит, начинает, люди не предупреждены, и, соответственно,
они не знают, что у вас идет стрим, они могут заходить, они могут, допустим, там какими-то, вообще, вот, это называется такой еще закон подлости. Пока вы сидите в кабинете, вы сидите и за 2 часа никто к вам не подойдет. Только вы начинаете вести стрим, вы сразу начинаете всем быть нужны. И к вам приходят, звонят, и по таким вопросам, даже не важным, но вам звонят, вас тревожат, вам пишут, вам там мама позвонила, вам там сестра набрала, вам там супруга там позвонила, там, да, и все начинают, прямо у всех важно. Поэтому сделайте себе, чтобы у вас, закройте окно. Выключите музыку, выключите телефон, да, потому что очень часто неприятно, особенно когда люди начинают на телефон рассказывать, им начинают им звонить, они такие, ой, да, вырубите вообще все звонки. Для стримов берите отдельный телефон, чтобы вам никто не звонил на этот телефон в это время, пока вы ведете стрим по телефону. Тоже важно. Ну и естественно это техническое обеспечение, то есть у вас должно быть специальное место, у вас там должен быть хороший интернет, без каких-то там заминок, трекеров, там скачиваний, все такое. У вас должен быть хороший свет. Это все важно, то есть проверьте себе, место есть у вас или нету. Да, интернет к этому месту там хороший, потому что Wi-Fi лучше, чем провод, еще до сих пор ничего нет. Да, вот просто, когда у вас провод, потому что, почему? Очень часто бывает в офисе, когда много людей, все приходят с телефонами, у вас бывает там бульк и начинают закусывать. Это небольшой плюс в вашу сторону. Сделайте себе хороший интернет, освещение, микрофон, пусть у вас будут какие-то дополнительные гаджеты, да, там на случай. Я еще предпочитаю снимать в 2 камеры, то есть это пусть будет веб-камера и пусть это будет дополнительная, там, допустим, камера телефона. Вот. И хорошо, если будет стойка или штатив. Потому что когда вот сейчас бывает стол трясется, у меня монитор там трясется, а камера не трясется, потому что она стоит на штативе, она стоит на стойке. Да? И обязательно сделайте себе тестовый звонок. Сначала за 15 минут до вебинара, за полчаса, за час просто проведите тестовый вебинар и поймите, что у вас все хорошо. И дальше прям запишите себе, что если 5 человек слышат, а 1 человек не слышит, то это проблема у того человека. Я часто раньше был на вебинарах, где люди долго-долго разбирают, почему там Вася не слышит. Он пишет, да меня не слышно, у меня все шипит, у меня все скримит, да, и все начинают ему там помогать. Ребята, уже 21 век, 2018 год, конец. Если вы не разбираетесь, как у вас настраивается звук, да, в вашем компьютере, то нечего вебинары смотреть, читайте книжки, да, и то есть сделайте себе тестовый звонок и приложение для вебинаров. Опять же, надо понимать, что если вы хотите что-то там продавать, либо там обратную связь хорошую, то сделайте себе, существует огромная масса приложений для вебинаров, но опять же тестируйте. Вот я недавно был на вебинаре, когда человек собрал огромное количество людей, там почти 500 человек, а оказалось, что его бесплатная версия его вебинара может вместить только 50. Пришло 500, вместилось 50. Цена вопроса там платной версии или была там, да, можно было сделать бесплатную версию, да, там была там $5. Он сэкономил $5, потерял 450 человек. Нормально? Нормально. Поэтому приложение для вебинара тестируйте. Ну и теперь переходим к самому вкусному. Это ошибки. Это мой топ-5. Это мой 5 ошибок новичка, и у меня это было. Надеюсь, что после этого вебинара у вас этого не будет. Но давайте по очереди. Первое. Не проверен звук. Очень часто я снимал видео и только потом понимал, что звук не пишется. Либо микрофон не подключен, либо он почему-то включен другой, потому что в компьютере один микрофон, тут другой, в камере третий, там может быть на телефоне 4, да, соответственно звук был плохой. Вторая ошибка, самая такая часто, это непроверен свет. Посмотрите мои ролики 2 года назад, какой там ужасный свет, какая там ужасная камера, и это можно было все исправить буквально 2 лампочками. Цена вопроса была там 2000 рублей. И сразу лучше становится. За 2000 рублей качество картинки в 2 раза, в 3 раза лучше. Готовы вы отдать 2000 рублей за качество вашей картинки в 3 раза лучше? Конечно, да. Дальше.
Не предупреждены соседи. Что это значит? Неважно, какие соседи. По общежитию, по работе, по квартире, по где угодно. И в это время, опять же, начинается движуха. У вас прямой эфир, вам люди заплатили деньги за вебинар, они хотят слушать ваш контент, и тут начинают вас отвлекать. И вам приходится то идти открывать двери, то там это, то там пятое, десятое. Предупредите, повесьте, знаете, раньше была табличка такая, не входить там, тишина, идет съемка. Вот повесьте себе такую табличку на двери, и пусть около ваших дверей даже тихонько проходят, потому что тут же начинается движение, вот сразу, да, узнали, как кто проводил, там начинается, да. Видите, голос начинает присаживаться немного. Следующий момент – это нет плана. Вы думаете, что вы все знаете, но потом приходят люди, назовем их хейтеры, потом приходят проблемы, свет, звук, и вас сбивают. И у вас нет листика, допустим, какого-то листика, где хотя бы набросайте небольшой такой планик для себя, чтобы у вас планик был под руками, о чем вы будете говорить с аудиторией. И этот план должен быть у вас под руками, чтобы в случае чего вас отвлекли, вы поставили галочку на том, где вы остановились, и дальше потом пошли. Все. Аудитория поймет, аудитория простит, и ваша подготовка будет на уровне. Это важно. И пятая ошибка – это нет вопросов. Помните, в самом начале нашего этого ролика говорил о том, что бывает так, что нет вопросов, и вы начинаете, вы собрали людей на часовой вебинар, понимаете? Вы полчаса дали контент, и потом у вас полчаса отведено на вопросы, а у людей вопросов нет. И вас начинает колбасить. И вот заметьте, не будет ни одного. Очень хорошо, когда бывает, я очень часто появляюсь таким помощником. То есть я начинаю сыпать вопросами, чтобы аудиторию разогреть. Даже для человека, которого я не знаю, потому что мне понятно, что он не готов. Все, что надо было сделать, это попросить какого-нибудь помощника, друга, знакомого, работника, сказать: слушай, когда я тебе дам сигнал, а теперь ваши вопросы, задавай мне вопросы. Вот этот. И если ты увидишь, что люди уже начали сами задать вопросы, не задавай мне их, прекрати там, да, разогрев аудитории. Вы должны как артист, да, брать к себе изначально на разогрев аудитории, допустим, каких-то молодых певцов. То есть, соответственно, у вас должны быть хорошие вопросы, на которые у вас уже есть грамотный и хороший ответ. Очень часто эти вопросы и продают, да. А как записаться к вам на консультацию? А сколько стоит ваша консультация? И вы как бы интегрируете свою рекламу, отвечая на этот вопрос. Вот заметьте, очень многие вебинары, они построены на этом, когда у вас начинают вопросом про деньги, в середине про деньги и в конце про деньги, типа, а какие бывают скидки, если я куплю сейчас? Ну, вы когда-нибудь видели, что люди будут спрашивать про такие вопросы? Нет, это обычно заготовленный вопрос, или же можете сами себе и с ноутбука со второго отправить сам себе вопрос. Тоже хорошо работает. Я думаю, что был вам полезен. Этот чек-лист вам поможет в проведении своего вебинара. Вы будете уже более подкованы в вопросе проведения вебинаров, стримов, прямых эфиров. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если у вас есть свои чек-листы, делитесь под этим видео. Спасибо за внимание. До свидания.